Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы с вами проведем общий расклад Таро потоковое чтение на любовь, на отношения. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. И мы начнем с того, что посмотрим, кто на раскладе, с какой ситуацией, в каких энергиях сейчас находятся ваши отношения. Может быть, это будут такие как бы инсайты, тайны, да, а может быть, где-то для кого-то это будет и не тайна, а будет, вы про это знаете, да, то есть эта информация будет подтверждаться. Итак, все карты символизируют тот или иной аспект отношений. Начнем с первого, то, что на первом месте — шерсть. Шерсть часто символизирует различного рода связи, различного рода прибыли или потери. Поэтому мы посмотрим шерсть в связи с другими картами. Я ее сейчас раскрывать не буду, но я бы сказал так. У вас что-то в отношениях скрыто или пока неизвестно. То есть есть некий объем информации, который вам недоступен. Здесь вы долго чего-то не можете понять, что-то не можете открыть, может быть, долго не можете чего-то достичь или что-то получить долгое время в отношениях вы не можете, или вам трудно это сделать. Центральная карта выпадает божество или тот. Как будто бы в ваших отношениях долгое время влияют высшие силы. То есть высшие энергии, высшие связи, высшие мотивы. И ваши отношения, они имеют, может быть, какую-то миссию, которая вам непонятна, не ясна, но, может быть, со временем она вам откроется. То есть может ли это быть отношения, например, для какой-то высшей цели? Да, может быть. И, возможно, они длятся не одну жизнь. Обычно такое происходит у родственных душ. Пока не будем говорить, что это родственные души, да, пока не сильно понятно, потому что действительно что-то скрыто за шерстью. Так, здесь есть черное венчание. А черное венчание здесь, это сам по себе обряд, который как бы объединяет души. А с другой стороны действительно, здесь может быть как бы отношения родственных душ, но они либо идут по принуждению, либо по обстоятельствам, связанными с высшими силами. Вот так вот пока что. Принуждение. В чем могут заключаться принуждения? Тут нужно понимать, если магия, как бы какие-то обряды, ритуалы, да, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, вы чувствуете, что, может быть, и не должны быть в этих отношениях, но, руководствуясь какой-то высшей целью, вы в этих отношениях находитесь. Да? Сегодня немножко такой с привкусом мистики. Да? Поэтому я так скажу. Вы в этих отношениях либо волей судьбы, и это вам не очень нравится, либо не волей судьбы. Это вам тоже не особо будет нравиться. И вам нужна свобода. Смотрите, вот эти вот карты, они хорошие. А вот эта карта внутри, она совсем не хорошая, да, черное венчание. То есть у меня такое ощущение, что либо вас кто-то принуждает к чему-то в отношениях, а вам это не заходит, либо вы кого-то к чему-то принуждаете в отношениях, но это вам тоже не заходит. То есть шерсть обычно,
Ну, она может в разных аспектах. Вот мы ее не раскрыли, я сказал, что я ее открою, когда выпадут все карты. Так я вот вам скажу. Вам в отношениях как минимум нужно от чего-то избавляться. Объясню почему. Потому что рядом воздух, ну, эта карта, она с этой как бы связана, да, вот по порядку. Если по кругу запустить их, то вот так карты будут лежать, да. То есть долгое время вы чего-то, ну, что-то есть явно лишнее, и за этим лишним вы не видите долгое время свободы. Вот такое вот. Почему-то. Хорошо, давайте спросим, что скрывает загаданный вами человек. Вот настройте сейчас на своего партнера и узнаем, что он от вас скрыл или скрывает. Ну, скрывал, может быть, прошлое, да. Скрывает зависимость, может скрывать болезнь какую-то, скрывает страдания, скрывает боль, скрывает потери и скрывает, что он не свободен, ваш партнер, особенно мужчина. Может быть, скрывает безразличие или нейтралитет. Вот тут уже смотрите, какой месседж вам более резонирует в вашей ситуации. Потому что по висящему как минимум боль и потери. А по максимуму то, что я проговорил. Да? То есть аркан достаточно сильный. Хорошо. Когда эти отношения начинались, планировал ли ваш партнер эти отношения как что-то серьезное? Или казалось ли ваша связь ему надолго, да, то есть, или казалась ли она ему серьезной, вашему партнеру? Да, когда все начиналось, это было серьезно, и партнер думал и считал, что он как бы справится с этим, что его это устраивает, что у него как бы там сил, здоровья, денег хватит, статуса хватит, возможностей хватит, да, то есть ему хватит всего, чтобы эти отношения двигать долго. То есть он в своих ресурсах, ну, не сомневался, да, вот так. А как высшие силы видят эти отношения сейчас, здесь и сейчас, по мнению высших сил? Но сейчас эти отношения ни туда, ни сюда. Здесь повешенная, здесь двойка мечей. Здесь статичная карта. Все три карты статичные. Эти отношения, по мнению высших сил, требуют действий и развития. Но его здесь нету. Оно как будто бы остановилось. Или у партнера нету решительности, или у вас обоих нету решительности. Да, у вас обоих, скорее всего, нету решительности. Знаете, здесь какая-то, как будто бы какая-то музыка, да, или какие-то мотивы, ноты, они вам как будто бы, ну, как будто бы вас останавливают. То есть, и это непонятно, да, что это за мотивы. То есть, мотивы остановки этих отношений, они не ясны. Вот так вот идет. Хорошо, давайте сразу черное венчание. Есть ли воздействие со стороны вашего партнера, на вас, чтобы принуждать вас к чему-то? Смотрите, здесь союз, здесь правосудие, это союз, здесь вуду выпадает. Я вам скажу так, я не планировал сегодня делать диагностику, но вопросы идут такие, да, мистические, магические. Я скажу так, есть или нет, это нужно проверять индивидуально, в каждом конкретном случае делать личную диагностику. Так вот, есть ли здесь воздействие по принуждению? Да, скорее всего, есть на союз, потому что, смотрите, это правосудие, а это повешенный. Он может быть зависимый, но как бы и черное венчание о принуждении. Поэтому может ли здесь быть на вас как бы как принуждение к союзу? Да. Тогда именно поэтому вам и будет хотеться некой свободы в этих отношениях. Вот она, свобода, воздух, да. Или вы будете, знаете, такое ощущение, что вы
ну, как бы застряли, зависли, или вам тяжело дышать, или вы не можете двигаться, да, вот эта карта, ну, как будто бы ваши энергетические зоны, да, ваша воля, она сломлена или надломлена, или, ну, поражена, да, вот так вот. Окей. Давайте тогда посмотрим вот этот воздух. Воздух у вас стоит в будущем. Это есть движение. Давайте посмотрим на здесь и сейчас, какая тенденция у этих отношений. К чему они идут, эти отношения. Идут они к четверке чаш, ну, как минимум, они идут к застою, ни к чему хорошему они не идут по этой карте, а к остановке, к паузе и к безразличию. То есть, может ли быть такое, что вас партнер будет не замечать? Да, может. Может ли быть такое, что вам надоело и вы не замечаете? Да, может быть. Хорошо. И вот у нас уже есть такая картина, да, где есть разные моменты, на которые вам стоит обратить внимание, да, и вот можете поставить на паузу и посмотреть на каждый из арканов и для себя определить, где вам больше всего резонирует, да, вот где у вас позитив хоть какой-то, а в какой карте у вас негатив. А мы будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, от чего зависит загаданный партнер. От чего зависит загаданный партнер? Или от кого? Он зависит от энергии. И нам надо спрашивать руны. А руны я сейчас достану. Вот давайте спрашивать, от чего, от кого, но больше от какой энергии. Да? Давайте перемешаю. На этот вопрос нам ответят руны. Так, давайте вот так. От чего, от кого зависит? Ну, тут смотрите, от высших сил. Перевернутая руна ос. У него нету связи со светлыми силами. И он зависит, получается, от темных сил. Вот так силы светлые, вот так силы темные. Ну, давайте так скажем. Вот так знание, вот так незнание. Вот так вот свет, вот так вот тьма, да. Ну, я скажу так, он либо в чем-то очень сильно не разбирается вообще, хотя может выдавать себя как специалист, и ему надо учиться, этому человеку, и хорошо учиться. А может быть, он совершает какие-то ошибки благодаря тому, что не пользуется какой-то информацией, ну, опять-таки, не знает. Ну, и может ли он быть связан с темными силами? К сожалению, да. То есть я вот здесь шерсть, что-то скрытое, да, темное, не всегда понятное. И вот здесь вот эта вот комбинация, она не очень хорошая, поэтому, ну, может, она как-то там, посмотрим ее. Окей. То есть он зависит, по сути, от знания, незнания, скорее всего, он не знает, и от темных сил. И он зависит от того, что он связан с этими темными силами, да, союз и черное венчание. Хорошо, давайте посмотрим, на что он способен, ваш партнер. Ну, учитывая то время, которое вы с ним уже пробыли, да, или на что он будет способен в будущем. Но я сейчас хочу посмотреть именно вот на что он сейчас способен. Ну, особенно если это мужчина, он способен на многое. И способен ли он на мужские поступки? Да. И способен ли он на хорошие поступки? Да. Если вы смотрите на женщину, то эта женщина будет делать все, чтобы этого мужчину не отпустить и держать в руках. Этот мужчина дорог для женщины. Понимаете? На что он не может решиться, хотя высшие силы его ведут к этому, а он это не делает. Молоко – это очищение всегда. То есть он не может избавиться, очиститься от чего-то, то есть освободиться тоже. Да? То есть как бы по сути это не свобода, она
угнетает или мешает не только вам, но и ему. Молоко – это всегда очищение, защита такое. Ну, больше чистка, да. Чистка и защита. Поэтому освобождение, очищение, осветление, да, вот так. Но где-то молоко еще, оно как связи идет с матерью, вот такое, да. Ну, тут уже смотрите по своей ситуации. Может, он не может решиться уйти из дома. Это да. И тогда у него будет связь с матерью, и она там уже как на уровне черного венчания будет срабатывать, да. То есть она для него позитивом не будет, эта связь. Хорошо. Давайте посмотрим все-таки. Вот прямо как будто бы сделаем микродиагностику негативного влияния. Если тут вот оно, это негативное влияние, и если оно есть, как оно влияет именно на союз. Да? Ну, оно, смотрите, оно, скорее всего, есть все-таки, да. И тут старик падает. Ну, старик, он здесь может быть мастер, да, делает какой-то. Либо мужчина здесь не торопится. То есть оно тормозит. Оно делает эти отношения более старыми, медленными, пассивными, безразличными, да, то есть менее живыми. Это влияние, оно забирает энергию. Ну, старит эти отношения, да, вот так. Ну и мужчина здесь тоже неторопливый, такой, как бы не молодой становится, да, то есть вы теряете время. Хорошо. О чем думает сейчас загаданный вами человек? А думает он о вас, о любви. И думает, размышляет, любите ли вы его. Где-то он пытается разобраться в своих чувствах и не понимает, а нужна ли ему эта вот эта ситуация. Хорошо. Хорошо. Чего вы не знаете в этих отношениях? Давайте спросим. Чего вы не знаете, но от того, что вы не знаете, очень многое зависит. И оно скрыто, да? Чего вы не знаете, от этого многое зависит. Чего не знаете? Вы не знаете кайфа в этой ситуации. То есть оно вам не по кайфу. Вы не до конца знаете своего партнера, особенно мужчину. И вы не до конца знаете, что нравится вашему партнеру, от чего он кайфует. Хорошо. Этот мужчина в отношениях вам дан судьбой? И вообще, для чего вам дан этот мужчина в отношениях? Ну, смотрите, здесь 2 кубков, дан для любви. Ну, тут уже смотрите сами, в каком контексте вы рассматриваете любовь. Любовь у каждого может по-своему проявляться, поэтому дан для любви, а вы можете сами себе ответить на этот вопрос внутри себя, в глубине себя. Что очень срочно вам нужно выбросить из этих отношений, да, вот как будто бы взять ножницы и отрезать это. Маг выпадает, магия. Возможно, магию, возможно, волю мужчины. Это все мужское, поэтому это могут быть и магия, и мужская магия, и мужские родовые программы. Они тут есть. И здесь мужские родовые программы очень сильно. Смотрите, мужчина и связь с родом, молоко. Ну, может ли у мужчины быть сильная связь по роду с матерью? Ну, может, да. Тоже может быть, но это вы уже сами будете видеть. Исходя из своей конкретной ситуации, я допускаю, оно тут есть. Что видят карты Таро о будущем ваших отношений? Они могут резко разорваться. Давайте спросим, какая причина может погубить вашу любовь? Погибель, любовь. Причина погибели возможная, да, вот чтобы из-за чего, да, чтобы не допустить этого. А 14 – это алхимия, магия та же, да.
То есть это черная магия и ведьмачество, да, вот какое-то, именно колдовство. 14-й аркан. Видите, как карта интересно сегодня падает. Хорошо, давайте тогда давайте пойдем такой блиц сделаем. 9 кубков. Что вам нужно сделать, чтобы расположить к себе партнера? Как видят высшие силы, совет? Ну, смотрите, тут либо манипулировать этим человеком, должок, да, ты мне должен, и так далее, да, вот. Либо манипулировать, либо оплачивать долги, то есть, помогать ему, может быть, даже оплачивая долги. Он вас любит или использует? Спрашиваем. Он вас любит. Он вас любит, но не все зависит от него, и есть некие силы и энергии, которые могут разрушать ваши отношения или серьезно влиять на них. Хорошо. На что решится загаданный человек в ближайшем будущем? Особенно мужчина. Мужчины могут на женщин посмотреть. Здесь инкуб. А инкуб – это привязка женщины к мужчине. То есть этот мужчина будет привязывать или притягивать к себе или призывать к себе женщину. Поэтому этой женщиной можете оказаться вы. Но если вы чувствуете, что есть соперница, то здесь уже как пойдет, да? Тут нельзя предугадать, с кем эта связь будет усиливаться. По сути, он будет усиливать влияние на женщину, и это влияние для женщины будет усиливать ее зависимость от него. Хорошо. Уйти или остаться в этих отношениях? 10 мечей проверяем. Тут уже так. Я скажу так. Может быть, я не вовремя задаю этот вопрос, но если для вас затмение – это уйти, тогда уходите. Но я бы сказал так. Неверно задан вопрос. Давайте по-другому. Это конец или пауза отношений? Это не конец и не пауза, это обстоятельства, и все будет зависеть от того, как темные силы здесь будут играть с ним, играть с вами, ваша игра, ваша сила, его игра, магия, противостояние и так далее. Хорошо. Иногда эта карта говорит о родственных душах, а иногда о алхимии, о магии, да? То есть давайте так. Будете ли вы вместе, как слияние двух душ родственных? Мы подозревали их здесь. Амулет. Возможно, и если вы будете, стараться укреплять этот союз, защищать этот союз. Хорошо. А тогда совет вам, что для этого делать? Здесь, знаете, как задабривать судьбу, фортуну и понимать, что многое зависит от фортуны, да, но также осознавать, что зависит от вас. Почему вы оказались на этом раскладе? Потому что у вас сейчас не самая лучшая фаза или стадия в отношениях, и вообще она темная, непонятная, неясная. И что вам делать? Здесь гармонизация выпадает, и я бы так сказал, вам надо делать все, чтобы судьба и вы, пытались гармонизировать эти отношения, избавляться от новолуния, может быть, от этих темных энергий. Чего вам не делать? Вам нельзя делать суккуб, а суккуб – это вам нельзя привязывать к себе партнера, особенно мужчину. И последняя карта, просто карта, которую вы посмотрите. Сейчас зададите сами вопрос, посмотрите и дадите себе ответ на этот вопрос.
поставьте на паузу, придумайте вопрос на отношения, а может быть для себя, и я открываю, а вы даете себе ответ. Колокольчик часто символизирует что-то чистое, какой-то сигнал, обычно вызов или привлечение, или очищение от чего-то плохого. Ну, есть колокольчики разные. Вот. И также колокольчик часто обозначает чистоту і невинність. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.